В большом портовом городе жил миллионер по имени Михаил. Он был влиятельным предпринимателем, обладавшим всеми атрибутами роскоши, дорогими яхтами, виллами у моря и акциями в ведущих корпорациях. Его жизнь была расписана по часам, а каждая минута принадлежала бизнесу. Все его существование сводилось к одному — приумножать капитал. Но в какой-то момент Михаил понял, что, несмотря на все свое богатство, он лишен ощущения настоящего смысла жизни. Однажды, поддавшись внезапному внутреннему импульсу, он решил изменить привычный уклад. Михаил захотел испытать, что значит быть простым человеком, а не богатым и недосягаемым бизнесменом. Он облачился в старую поношенную одежду, спрятал все дорогие вещи и аксессуары и вышел на улицы города, надеясь взглянуть на мир с другой стороны. Идя по набережной, он ощутил себя чужаком. Люди проходили мимо, не замечая его, а те, кто замечал, смотрели с неприязнью на его бедный облик. Многие избегали встречаться с ним глазами, словно он был невидимкой. Михаил впервые по-настоящему понял, что значит быть никому не нужным. Его охватило чувство одиночества и беспомощности. Но вскоре, в городском сквере, его внимание привлек мальчик. Его звали Даниэль. Он был сиротой и жил в ветхом доме на окраине порта. Несмотря на трудную жизнь, в нем сохранились доброта и человечность. Увидев Михаила, сидящего на скамейке, он не прошел мимо. Даниэль подошел и предложил ему помощь, пусть даже сам едва сводил концы с концами. Он не видел перед собой пустого человека, не рассматривал его как обузу. Он просто заметил того, кто нуждался в поддержке. Михаил был потрясен. Он не ожидал, что мальчик, сам живущий в бедности, может проявить такое великодушие. Этот жест тронул его до глубины души. С того дня его жизнь изменилась. Михаил понял, что истинная ценность кроется не в богатстве, а в доброте и способности помогать. Вернувшись в свое роскошное поместье, он отказался жить только бизнесом. Вместо этого он создал фонд помощи бездомным и нуждающимся, начал поддерживать детей, подобных Даниэлю, помогая им находить новые возможности. Он часто вспоминал тот день и того мальчика, который без колебаний протянул руку помощи чужому человеку. Михаил понял, настоящее богатство — это не деньги, а способность делать добро, не требуя ничего взамен. Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.